Так, сейчас я плыву, завозку отвожу до корм. Я слышу, как цесарки делают. Тоже слышишь это? Ночью я приняла решение не вытягивать карпов, которые клевали, и целых 2 рыбы вытянул оператор. Небольшие карпы, один на 3 килограмма, второй чуть больше килограмма. Мы, естественно, их отпустили. Ну и сейчас я приняла решение перезаброситься вместе вот с таким вот стиком. Поставила немножечко другой бойл в качестве попапа оранжевого цвета, ну и быстрее забрасываю, потому что стик начал уже разъедаться. Чтобы заново не мерить дистанцию, вот так вот просто надеваете на клипсу, зажимаете фрикцион и снимаете. И все, и не надо по 10 раз отмерять эту дистанцию. Ребятки, вот произошла поклевка на кукурузу, на поплавок. И все, и вот он увел уже в это. Плотва что-то. Может и не плотва. Добавляю вот такую смесь немножко, прикормку. Так. Ну и плюс сейчас поставила 0,3 поводок и заживляюсь кукурузкой. Наконец-то мне удалось засечь рыбу на фидер. Почему говорю наконец-то? Потому что я поставила поводок 0,3, большой 10-й карповый крючок, и я жду карпа. То есть я выкармливаю в надежде на то, что будет проходить крупняк, и я его поймаю. Сейчас вот я не знаю, кого я тяну. Так, посмотрим. Небольшую, наверное, плотвичку. Наконец-то она засеклась. Вот плотва таких размеров здесь это стандартный вариант. Видите, большой крючок, конечно, ей тяжело достаточно засечься. Наконец-то она засеклась. Такая вот красотка. Здесь можно плотву ловить на каждом забросе, одну за одной, но я не хочу. Я хочу поймать на фидер целенаправленно карпа. Поэтому у меня и 0,3 поводок стоит, потому что я знаю, что другой поводок вырывает даже сразу на корню вот на удочке. Следить надо и перезабрасывать постоянно, потому что
мелкая рыба, несмотря на размер крючка, все равно обдирает и высасывает эту кукурузу. И, как правило, ты вытягиваешь, если долго ждать, около 10 минут, ты вытягиваешь фидерный монтаж с толстым крючком и большим поводком толстым, и он пустой, потому что мелочь съедает. Около минут 30-40 мне потребовалось для того, чтобы она осмелилась вот клевать, поклевывать практически сразу. Есть рыбка. Ну, что-то крупнее. Что-то крупнее, наверное. Вообще вот этот вот мой фидер, Волжанка Pro Sport Думчев Супер Фидер, он мне очень нравится. Он в росте 3,9 и с тестом до 80 грамм. Я ставлю 2-унцовых вивертип. Он хорошо забрасывает кормушки. Больше всего мне нравится использовать пулю сейчас Feeder Concept. Сейчас я вам ее покажу. Ну, сейчас посмотрим, что там за рыба. Ну, зато на таком поводке не страшно ее даже поднимать. Все, она отцепилась. В данном водоеме я еще не ловила вот так вот целенаправленный упор на фидер, чтобы прям целый день, чтобы выкармливать. Это первое. Второе. Первую ночь я ловила карпов, просыпалась среди ночи, бегала его. Вторую ночь у меня не хватило сил для того, чтобы это делать. Я решила отоспаться и проспала до 8 часов утра. В домике спится просто великолепно. Я не знаю, что там идет, но поклевки я не видела. Просто вот сейчас подсекла, и там какая-то рыба. Мне даже интересно, кто там клюнул на кукурузу. Потому что идет так прикольно. Видишь, как силу приходится? Может, я тяну часть своего монтажа? Может быть, это мой монтаж? Рыба и монтаж. Отлично. Вот мы и... А что значит, когда ты попадаешь в одну и в ту же точку? Ты можешь просто взять и вытянуть свой монтаж. Так. Слышал? Так, ребятки. Ага, это мой вот фидер. Опача. Опа, ну смотрите, что у меня точка заброса там. А увело аж туда. Немножко фрикцион освободим, но там у меня 0,30 поводок. Ничего не должно случиться. Наконец-то я дождалась поклевки. Я думала вообще что-то на карповике клюнуло, но нет. Что-то хорошее. Ну как хорошее? Не такое, конечно, как волкартуша. Среднячок, который должен был попасться на кукурузку. Хотела поймать карпа на фидер, и я его поймала. Не, дружище, все. Без вариантов. Красавчик такой. Все, этого нам разрешили одного съесть, поэтому одного мы съедим. О! Отшвартовываюсь и плывем с вами забрасывать корм. Для того, чтобы ровно попадать в точку, в которую я хочу, я запомнила просто ориентир на противоположном берегу. Значит, я просто так вот беру и опускаю
Сейчас вот повернется лодочка. Все нормально, я зашла сейчас. Рамс. Колотва или Красногорка? Я думаю, что это будет Колотва. Вот. Но я знаю, что Колотва особо ночью не клюет, и она обязательно сменится на карту. И если я буду продолжать выкармливать в одно и то же место, у меня обязательно будет поклевка. Я надеюсь, что это рыба, а не клок травы. Так. Секунда молчания. Так, на что ты там у меня клюнул? Я уже забыла, что справа было. Кстати, что стояло справа? Справа стоял, наверное, пробный вариант. Если не ошибаюсь. Друг, давай. Я чувствую, что ты не такой тяжелый там. Не, ну хороший. Куда под мостик пошел? Килограммчика на 3 будет где-то. Скажу вам, не сравнить с фидером, когда держишь в руках такую большую палку, блин. Как-то тяжеловато, знаете ли. Они обычно идут все достаточно быстро к мостику, а вот возле мостика здесь не дают покоя.
Не, ну, друг, ты офигел? Куда пошел? Красавец. Небольшой, конечно, но все равно красавец. Смотрите, на что он клюнул. Клюнул он на 2 бойла. Это варенка вот такая вот желтая медовая и чесночная варенка. Представляете? Такого красавца можно назвать тузиком, но все равно очень приятно, что он нам попался. Это просто замечательно. Сейчас мы его тут немножко починим и отпустим. Ну и мы нашего друга отпускаем осторожненько. Оп. Красава, он как хорошо пошел. Мне кажется, вот такие вот и клюют здесь на улице. Вот на крючки я надеваю стики, когда забрасываюсь, когда не делаю точечный закорм. Это вот такая вот штучка, которую я вот так вот чуть-чуть вытягиваю. Ее главное не мочить сейчас. Завязываю вот здесь вот узелок. Угу. Сразу он начал сыреть. И сюда, вот в это вот отверстие, я насыпаю различные ингредиенты, которые хочу, чтобы плавали рядом с моей насадкой. Поклевочка сейчас произошла вот на такой бойл. Пинейпл написано. Не может быть, но может быть. Может и пинейпл. С вот таким. Странное, конечно, сочетание, но, видите, карпу пришлось по душе. 3, 4, 5, 6. Угу. Что, короче, я пошла, посидела, половила соточки на поплавок, получила шикарных 3 целых поклевки. Вон все кусты поломаны, потому что мы с карпом боролись, и он выиграл. Без 10:12 я приняла решение не спать, пока не произойдет поклевка, чтобы насладиться тем моментом, как я ее услышу. Но я не выдержала и пошла в домик. И приняла решение, что буду ждать здесь, внутри в домике, пока не произойдет поклевка. Вот. Одна поклевка была, но протянув некоторое время, совсем чуть-чуть, рыба выплюнула крючок изо рта, видно, уколовшись. Так что... Вот это что ли сейчас? Тихо-тихо, не упади. Подожди, я не знаю, какая. На кукурузу, ребята, что-то большое.
Это надежно. Блин, ребят, на фидер одно удовольствие. Супер вообще. На фидер будут такие хухры-мухры. Ну что, наконец-то поклевка первая за ночь, блин, больше ничего не клевало. Ну хоть этот тузлу, блин, клюнула, если это так можно назвать. Такой вот красавец ночной. Такой хорошенький. Отпускаем. Опа. Все. Ну что, ну хорошо, хоть один ёпсель-матрёпсель. Есть. Ровно в точку, видишь? Ровно в точечку. Все. Все перезабросила. Можно идти спать. Пошли спать. Очередное доброе прохладное утро. Ну что, последняя ночь прошла. Я ушла спать, и ушла спать не зря, потому что не было ни одной поклевки до 5 часов утра. В 5 часов утра на кукурузу, на фидер, произошла одна поклевка. Все, мне кажется, я перекормила просто рыбу. Извините, пожалуйста. Очередная плотвичка на кукурузу. Чтобы ее поставить на точку нужно время. Она сразу не клюет, сразу не подходит. И чтобы отсечь мелочь, я оставлю очень толстый поводок 0,3, потому что может клюнуть карп. И ставлю 3 кукурузы. Кому нужна одна кукуруза? Никому. А вот плотва побольше любит и даже, соответственно, побольше. Кстати, беру из корма кукурузу, и оно клюет на кукурузу с корма, которая полежала в корме. Может, запах или что-нибудь, я не знаю почему, но сейчас вот давайте посмотрим, клюнет она сразу или нет. И дурачок. Опа. Смотрим. Да, сразу поклевочка. Не знаю, будет рыба или нет, не всегда высекается. Вот такой поводок. Но поклевочка была сразу.
хочет, значит, хочет кукурузу из прикормки, упали на аргон. Небольшое, но что-то такое, типа хрен его знает, что это такое. Плотва, что ли, хорошая? Ну-ка. Ребятки, сейчас посмотрим. Что это такое, интересно? Ух ты! Мама моя дорогая, ну вы посмотрите, это же монстр. Красота какая. Смотрите. Так, ребята, на карпово удилище, поклевочка. Рыбу надо, бляха, поливать. Там рыба-то сидит. Короче, будем форсировать, чтобы... Ух ты, бляха, там что-то тоже хорошее. Да ё-моё. Между прочим, наконец-то поклевку увидела прямо на мостике, когда была, как я и хотела. Ух ты, как он пузырит. Что-то хорошее. Наверное. Надо этого чуть-чуть полить водой. Только что достала рыбу на поплавок. На 3600 из камыша. Я не знаю, как у меня получилось это сделать, но получилось. И вот у меня сейчас идет еще одна рыба на бойлы. Да кто там? Так, ну почти то же самое, по-моему, если я не ошибаюсь. Что и на поплавок. Что на поплавок, что на карповое удилище. Сопротивляется, блях, просто. Тяжело идет, конечно. Видите как? Тяжело даже на карповое удилище достать. А представьте, на поплавок. Ну, это, наверное, больше чуть-чуть. Вот они сопротивляются очень сильно здесь уже. Под самый конец, понимаете? Друг, давай, хорош. Ну, устань ты уже, пожалуйста, я тебя прошу. Бляха, надо сфоткаться и ехать домой, вы задрали. Мне уже жарко стало. Чесночный поплав с медовым варенкой. Нравится. Гурман тоже мне, чеснок с медом. Это что? Что за рыба? Иди сюда, друг мой. Хватит уже выпендриваться, ты задрал. Он куда-нибудь останется? Попался. Еще один. Ёпси, смотри. Опа. Все, ребятки, вот еще один. Но это, ребят, дуплет называется, конечно. Опа, смотрите. Хороши малыши, конечно. Светленький это тот, который с глубины, а темненький это тот, который с камыша. Получается, места обитания у них такое впечатление, как будто разные. Значит, вот этот постоянно сидит в камыше. Да, пускай растут и радуют других рыбаков. Оп. Они уже, наверное, от меня особо уходить не хотят. Вот так вот. Справа большенькие, слева меньшенькие, да.
Этот убежал, а ты? Красава. Друзья, вот так вот заканчивается мой рыболовный день на Платнике Заборье. Кому нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока! Gold rings, gold leaves, gold